Всем привет! Сегодня у нас расклад интересный, надеюсь, будет. Что на тонком плане блокирует приход мужчины в твою жизнь? И давайте в долгий ящик откладывать не будем, сразу начнем наш расклад. Единичка. Напоминаю, передо мной бумажка с вопросом чтоб я ничего не забыл. И первый вопрос: какая твоя энергетическая вибрация в любви прямо сейчас? По жрице и восьмерке мечей тут все понятно. У тебя сейчас странная энергия. С одной стороны, ты излучаешь вот эту загадочность, мудрость. Мужики чувствуют, что ты непростая женщина. А с другой стороны, от тебя идет такая тревожность, что они просто боятся к тебе подойти. Ты стала слишком много думать. Ты стала слишком много анализировать каждый свой шаг в отношениях. Встретила мужика, сразу начинаешь в голове все возможные сценарии развития события прокручивать. Что он думает, если ты напишешь первое? А что, если он поймет, что тебя неправильно? А вдруг ты покажешься слишком навязчивой? И вот этим ты себя глушишь. Твоя энергия, она сейчас как книга закрыта, но в красивой обложке. Мужики, они понимают, что внутри что-то интересное, но ты не даешь им возможности это прочитать. Ты вокруг себя создала энергетический барьер из вот этих сомнений и страхов. Плюс ко всему ты излучаешь вот эту усталость от отношений. И мужики это чувствуют и думают, что ты просто не готова к новой любви. Ты ходишь с таким видом, как будто наелась вот этих разочарований и больше не веришь в счастливый конец. И вибрации твои — это вот: я интересная, но подходить ко мне опасно. То есть ты одновременно и притягиваешь, и отталкиваешь. И мужики чувствуют твою силу, но также они чувствуют, что ты их заранее судишь и оцениваешь. Им кажется, что они просто не пройдут твой вот этот экзамен внутренний на достойность. Какая скрытая блокировка на тонком плане мешает мужику войти в твою жизнь? Знаешь, сильная блокировка, и она связана с тем, что ты боишься контроль потерять над своей жизнью. Потому что ты привыкла все планировать, все под контролем держать. И вот появление мужика в жизни пугает тебя, потому что это означает непредсказуемость. И ты создала себе такую вот комфортную зону, где знаешь каждый день. То есть знаешь, что будешь делать, сколько тратить, как время проводить. У тебя свои ритуалы уже, свои привычки, свои планы. И ты боишься, что мужчина все это нарушит. Что там придется подстраиваться под чьи-то желания и потребности. На тонком плане у тебя энергетический блок. А он, знаешь, как примерно: я не готова жертвовать своей независимостью, потому что мужик все разрушит. И вот этот блок, он как щит невидимый, который отталкивает от тебя мужиков, которые ищут серьезные отношения. Потому что они чувствуют, ты не готова впустить их в свою вот эту налаженную жизнь. И еще одна блокировка, она с деньгами связана, и вот этой материальной безопасностью. Ты боишься, что мужчина будет претендовать на твои вот эти ресурсы. Или наоборот, что тебе придется его там содержать. Ты так привыкла рассчитывать только на себя, что мысль о вот этом финансовом партнерстве, она вызывает у тебя панику. И твое постоянное сознание, оно посылает тебе сигнал: я сама справлюсь, мне никто не нужен, я, как говорится, все сама.
И мужики это читают на энергетическом уровне. Они понимают, что ты не видишь для них этого места в своей вот этой устроенной жизни. Поэтому они не идут. Почему эта блокировка возникла и что она защищает в тебе? Ну, тут понятно, да? Она появилась после того, как тебе очень сильно, как сказать, предали в твоей жизни в прошлом. Тебя подставили, унизили, что ты просто решила больше никому не доверять. Кто-то воспользовался твоей добротой, обманул твои ожидания и исчез в самый важный момент. И после того предательства ты просто поняла, что ты можешь рассчитывать только на себя. И вот эта блокировка, она защищает тебя от вот этого повторения вот этой боли. Твое подсознание, оно говорит, что там лучше быть одной, чем снова там пережить такое унижение. И ты научилась быть сильной, там, независимой. Именно потому, что тебя вынудили к этому вот эти все обстоятельства. И теперь вот эта сила, она стала твоей броней. Но проблема в том, что броня защищает не только от плохих людей, но и от хороших тоже. Блокировка, она защищает твою вот уязвимость. Ты боишься снова стать мягкой, там, доверчивой, зависимой от чужого мнения. Боишься, что если ты откроешься, то снова превратишься в эту девочку наивную, которую было легко обидеть. Еще эта блокировка от тебя от иллюзий защищает. Ты больше не хочешь строить воздушные замки и в сказки верить. Ты предпочитаешь жесткую реальность вот этим красивым обещаниям. И твое подсознание, оно блокирует приход мужиков, которые могли бы снова заставить тебя мечтать. В глубине у себя ты вот, как сказать, настолько разочаровалась в любви, прям даже слово «любовь» для тебя — это смеющиеся смайлики. Вот я не знаю, как объяснить, но ты поняла, я думаю. И знаешь, дело тут не в конкретном человеке, а вот в самой идее, что можно быть счастливой с кем-то. И блокировка защищает тебя от этого разочарования, не давая даже снова попробовать хотя бы чуть-чуть, хотя бы кусочек. Как снять блокировку и дверь для настоящей любви открыть? Ну, в проживание арканов приходи. Это ты сможешь. И, знаешь, по картам, чтобы блокировку снять, тебе нужно контроль над всеми вот этими отношениями, да, зачатками и прочим в свои руки взять и начать действовать активно, а не ждать, пока само собой все образуется. Просто хватит сидеть в обороне. Пора переходить в наступление на свои страхи, понимаешь? Первым делом признай сама перед собой, что ты отношений хочешь. Не просто кого-то рядом, а именно вот любви, вот этой близости душевной. Прекрати врать себе, что тебе хорошо одной. Это не про силу, это же про страх. А дальше начинай маленькими шажками менять свою энергию. Каждый день делай что-то, что вот выводит тебя из вот этой зоны комфорта. Например, там иди туда, где можешь встретить интересных мужиков. Не сиди дома в выходные, не отказывайся от приглашений, не придумывай себе отговорки, мне надо сначала пыль протереть, а потом уже обо всем думать. И самое главное, научись быть хитрой, но в хорошем смысле этого слова. Перестань всем показывать, какая ты сильная, независимая, уверенная в себе женщина. Мужчинам же нужно чувствовать, что они тебе нужны. Не притворяйся, что справляешься совсем сама. Иногда проси помощи, хотя бы там розетку починить. Работай со своими установками. Каждый раз, вот когда в голове появляется мысль, что там все мужики одинаковые или там мне никто не нужен, останавливай себя. Заменяй эти мысли там на я встречу того, кто меня достоин. Или там я готова к любви. И прекрати жить прошлым.
Тот, кто тебя предал, он уже не в твоей жизни, не в твоем поле. Зачем ты даешь ему власть влиять на твое будущее? Каждый новый мужчина — это чистый лист. И не все мы одинаковы, понимаешь? Дай мужику шанс показать себя, а не суди по чужим грехам прошлого. Понимаешь? Не обязательно приходи в проживание. В императрице ты это все проработаешь, и будет у тебя мужик красивый, статусный и так далее. Все как ты хочешь. Итак, подписывайся на канал, приходи обязательно в проживание арканов, ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. Ну а мы переходим ко второму варианту. Двоечки. Сегодня, надеюсь, интересный расклад, да, для вас. Как всегда, передо мной бумажка с вопросами. Их 4. Первый. Какая энергетическая вибрация в любви у тебя прямо сейчас? Ну, по десятке жезлов и по жезлов ты задолбалась. Вот, да, вот все, даже трактовать не нужно. У тебя сейчас очень противоречивая энергия, которая мужиков с толку сбивает. С одной стороны, ты излучаешь вот такую дикую усталость от всего, как будто тащишь на себе вот эти 10 палок. Ну, давай назовем, ты мешок с камнями тащишь. Это груз всех твоих прошлых разочарований. Это груз вот этих всех неудачных попыток отношения построить. И мужчины это чувствуют на тонком плане. И мужики думают, что она уже так наелась вот этого всего, что у нее просто нет сил на что-то новое. То есть они видят в тебе женщину, которая уже заранее устала от отношений, которые еще даже не начались. И это отталкивает, потому что никто не хочет связываться с человеком, который просто задолбался от отношений. А вот с другой стороны, поверх вот этой усталости, ты пытаешься натянуть маску легкости, энтузиазма и вот эта вся роль. Ты как будто сама себе говоришь, надо быть веселой, надо быть открытой, надо быть активной, и мужики придут. И начинаешь изображать вот этот интерес, начинаешь там флиртовать, шутить. Но эта легкость, она выглядит очень неестественно. Это, знаешь, это похоже, как вот уставший актер выходит на сцену и пытается играть бодрого персонажа. Зрители, они все равно видят, что он как лимон выжат, он не спал 500 лет. И мужчины считывают вот это несоответствие. Они видят твою вот эту натужную бодрость и понимают, что это игра. И это вызывает далеко не интерес, это вызывает скорее жалость или недоверие. И они не понимают, где ты настоящая, а где ты, как говорится, счастливая и готова к приключениям. Какая блокировка скрыта на тонком плане? Ну, знаешь, твоя блокировка — это подсознательный страх бедности в любви. То есть, я объясню. Вот смотри, ты живешь с ощущением, что там любви, внимания, заботы в мире очень мало. И за них нужно постоянно там бороться, изворачиваться, что-то доказывать. Ты как будто вот стоишь на морозе у окна, за которым все веселятся, празднуют, а тебя туда не пускают. И вот этот холод внутренний — это и есть твой главный блок. Ты боишься, что тебе опять чего-то не достанется, что тебя снова обделят, что ты окажешься, как говорится, за бортом, что мужик тебя будет использовать. И вот эта блокировка, она заставляет тебя постоянно находиться в напряжении. Ты все время пытаешься что-то сбалансировать, там, работу и личную жизнь, свои желания и чужие, свои эмоции и ожидания общества. Ты жонглируешь всем вот этим, как циркач.
только для того, чтобы не упасть в эту внутреннюю яму ощущения «я ничего не достойна». Ты постоянно сравниваешь себя с другими, с более успешными в любви подругами. И каждый раз это сравнение, оно не в твою пользу. И ты ищешь в себе, начинаешь искать недостатки, которые, как тебе кажется, мешают быть счастливой. А на тонком плане ты излучаешь энергию дефицита. Мужчина вот встречает тебя, он подсознательно чувствует, что ты бездонная бочка, которую невозможно наполнить. Он понимает, что сколько бы он ни давал тебе там любви, внимания, тебе всегда будет мало, потому что внутри тебя сидит вот этот страх бедности. Он боится, что ему придется постоянно свою любовь доказывать, спасать тебя от твоих же страхов. И в итоге он просто не справится с этой задачей. Почему эта блокировка возникла и как она тебя защищает? Ну, знаешь, она возникла после того, как в твоей жизни какая-то ситуация произошла, которая стала для тебя вот как холодный душ. Это был момент жесткой, но кристально ясной правды. Возможно, ты узнала о предательстве, да? Кто-то прям в лицо тебе сказал что-то обидное, что твою жизнь перевернуло. И это был не конфликт просто, да? А вот именно момент прозрения. Когда все твои вот эти воздушные замки, все твои иллюзии, они рухнули. И ты увидела всех такими, какие они есть на самом деле. Уродливыми и болезненными. И после этого удара ты приняла решение больше никогда не подставляться. Ты вокруг своего сердца настоящую крепость построила. И твоя блокировка – это не просто страх, это осознанная стратегия защиты. Ты вцепилась в свою стабильность, в свою независимость, в этот свой маленький, но предсказуемый мир и держишь все вот это мертвой хваткой. Деньги контролируешь, время контролируешь, эмоции свои контролируешь, потому что ты боишься, что любое ослабление контроля приведет к новому удару. На самом деле эта блокировка, она защищает тебя от новой вот этой болезненной правды. Твое подсознание сделало вывод. Ясность – это значит боль. И теперь оно избегает любых ситуаций, где может вскрыться какая-то правда про отношения или о тебе самой. И ты предпочитаешь сидеть в своей вот этой безопасной, но душной клетке, чем там рисковать и снова столкнуться с реальностью, которая может тебя опять ранить. Блокировка эта, она оберегает тебя от повторения вот того шока, от того момента, когда вот острый, не шпага, острый клинок правды твое сердце пронзил. Как снять эту блокировку? Ну, знаешь, эту стену сломать тебе нужно сделать одну очень странную вещь. Перестать избегать конфликтов и начать их провоцировать. Да, странно, потому что по картам твой путь к любви, он лежит не через вот эти медитации, аффирмации, а через смелость отстаивать свои границы, даже когда это кажется там глупым и неуместным. Тебе нужно перестать быть удобной. Нужно перестать быть милой и все понимающей девочкой и стать немного неадекватной, но в хорошем смысле этого слова. Твоя, знаешь, задача – это с энергией новичка, который вот не знает правил, начать бороться за свое место под солнцем. То есть вместо того, чтобы промолчать, когда тебе что-то не нравится, об этом нужно сказать. Вместо того, чтобы согласиться на меньшее, потребуй большего. Вместо того, чтобы уйти от спора, ввяжись в него и докажи свою правоту. Тебе нужно совершить прыжок веры. Ну, не в пропасть любви, да, а в пропасть здоровой агрессии. Начни практиковаться на мелочах. Там кто-то пытается пролезть без очереди, не молчи. Коллега пытается свалить на тебя свою работу, откажи. Мужик на свидании говорит что-то, что тебя задевает. Не делай вид, что не заметила, а прямо скажи, что тебе это не нравится.
Каждый раз, когда ты будешь защищать свою позицию, ты будешь посылать во Вселенную сигнал: «Я существую, я здесь, со мной нужно считаться». Понимаешь? И вот этот новый опыт — это опыт борьбы за себя. Он, знаешь, он постепенно разрушит твою старую блокировку. Ты поймешь просто, что конфликт — это не всегда боль и унижение. Иногда это способ установить здоровые границы и вызвать уважение. И когда ты научишься себя защищать, ты перестанешь бояться мужиков. Ты будешь готов впустить в свою жизнь опять того, кто будет уважать твои границы, потому что ты сама их четко обозначила. До сегодняшнего момента ты этого не делала. И, конечно, приходи в проживание арканов в императрице, ты это все проработаешь, сделаешь. Ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. Ну а мы переходим к третьему варианту. Троечки. Сегодня у нас, наверное, интересный расклад. Как всегда, передо мной бумажка с вопросами, чтобы я чего-то не забыл. И первый: какая твоя энергетическая вибрация в любви прямо сейчас? Ну, знаешь, по картам ты сейчас как королева, которой вот только что вонзили нож в спину. То есть я объясню. Смотри, с одной стороны, от тебя идет мощная, прям огненная энергия. Ты излучаешь уверенность, компотность, харизму. Ты прям та женщина, на которых мужчины оборачиваются на улице. Они видят в тебе лидера, видят яркую личность. И эта энергия, она очень вкусная, притягательная. Она манит и вот, как сказать, обещает невероятную страсть. И мужчина на тебя смотрит и думает такой: вот эта женщина. С ней точно не будет скучно, а борщи и компоты какие будут. Ух, прям зашатаешься. И знаешь, ты кажешься ему прям целой вселенной, которую интересно исследовать. Но как только он подходит ближе, он сталкивается с вот этой ледяной стеной. Под твоей яркой огненной оболочкой зияет такая огромная дыра от недавней душевной раны. Ты можешь улыбаться, шутить, флиртовать, но твое энергетическое поле, оно кричит о боли. И это не просто там грустно, да? Это свежая, незажившая рана от предательства. Понимаешь? И мужчины это считывают моментально. Они чувствуют вот этот холод, вот эту боль. И это их сбивает просто с толку. И они не понимают, как такая вот сильно уверенная женщина может быть такой разбитой внутри. И вот этот диссонанс, он пугает. Они боятся, что там одно неверное слово, и ты рассыпешься на куски. Или наоборот, набросишься на них со всей вот этой своей болью. Какая блокировка, скрытая на тонком плане, мешает войти мужикам? Ну, знаешь, главная твоя блокировка — это то, что ты превратила свое исцеление в культ. Ты сейчас находишься вот в процессе очень трудного, но осознанного ухода от прошлого. Ты как будто вот, как сказать, вот села в лодку и гребешь изо всех сил от берега, где тебя сильно ранили, к какому-то новому, светлому, эфемерному будущему. И весь твой фокус, вся твоя энергия, она направлена на этот процесс. Ты учишься укрощать своих демонов внутренних, всю свою боль, всю свою агрессию. Ты становишься сильнее, мудрее, ты контролируешь свои эмоции. И вот эта огромная внутренняя работа, ты с ней справляешься. Хорошо справляешься. Но именно вот эта работа, она и стала блоком твоим.
Ты настолько поглощена этим процессом переезда в новую жизнь, что в твоей лодке просто нет места для второго пассажира. Ты одна гребешь, и любой мужик, который попытается запрыгнуть к тебе в лодку, он воспринимается твоим подсознанием как угроза. Он раскачать лодку может, он может отвлечь тебя от вот этого гребения, как называется-то, от твоей гребли. Он может заставить тебя посмотреть назад, то есть на тот берег, от которого ты отчаянно пытаешься уплыть. И ты что делаешь? Подсознательно отталкиваешь всех, потому что ты боишься, что вот любой новый человек нарушит твой вот этот хрупкий процесс исцеления. Ты так сосредоточена на том, чтобы быть сильной и дальше двигаться, что ты стала недоступной для реальной жизни и для реальных людей. Почему эта блокировка возникла и что она защищает? Ну, знаешь, это твоя защита от хаоса по колесу фортуны и пажу пентаклей. Знаешь, вот в прошлом с тобой произошла какая-то резкая, совершенно неконтролируемая ситуация, которая всю твою жизнь с ног на голову перевернула. То есть удар судьбы, поворот колеса фортуны, который выбил у тебя почву из-под ног. Это внезапное расставание и так далее, и событие, которое показало тебе, насколько хрупкая и непредсказуема жизнь. И ты почувствовала себя вот этой вот, как называется у деревяшки, такая маленькая хреновинка. Забыл. Щепка, извините. То есть ты чувствуешь себя щепкой вот в океане, который бушует, бурлит и так далее. И неизвестно, куда эту щепку несет. И после вот этого шока ты просто решение приняла больше никого не подпускать к себе. Особенно у тебя в голове сидит: он зайдет, и опять я буду вот этой щепкой. И ты что сделала? Прилежной ученицей стала. Ты начала с нуля строить свой мир заново, но уже по своим правилам. Кирпичик за кирпичиком, шажочек за шажочком. Ты сфокусировалась на очень конкретных материальных понятных вещах. У тебя это работа, учеба, там, заработок, создание своего безопасного пространства. Ты стала контролировать каждую мелочь, каждый свой шаг, чтобы больше никогда не оказаться во власти вот этого слепого случая. И эта блокировка, она защищает твою вот эту внутреннюю ученицу, то есть ту часть тебя, которая очень боится снова экзамен провалить по названиям вот это, как его называется там, жизнь. Она защищает твой маленький, но зато стабильный мирок от непредсказуемости, которую вносит жизнь, которую носит любой новый человек, особенно новая любовь. И ты боишься, что новое чувство — это новый поворот колеса фортуны, который разрушит абсолютно все, что ты старательно, кропотливо выстраивала до этого момента. Ты- Как блокировку снять и любовь пустить? Знаешь, тебе сейчас нужно свою энергию перенаправить с залечивания ран на создание чего-то нового. Хватит сидеть в лодке и грести от прошлого. Пора пристать к берегу и начать строить на нем дом. Твой ключ к снятию блока — это взять всю свою мощную огненную творческую энергию и вложить ее в один конкретный осязаемый проект. Тебе нужен новый старт, но не какой-то там абстрактный, эфемерный, да, а совершенно реальный. Это не обязательно должно быть что-то, какой-то там грандиозный бизнес. Нет, это может быть что угодно, где ты сможешь увидеть плоды своих усилий. Начни там ремонт в квартире, запишись на курсы, где ты будешь руками работать. А это что у нас может быть там? Рисование, глиняные чашки, забыл, как называется, гончарное дело, керамика. Поставь себе амбициозную спортивную цель и начни тренироваться. Свой блог создай и начни делиться своими мыслями.
Суть в том, чтобы взять идею, взять там страсть, искру, которая внутри тебя горит, и превратить ее в что-то такое материальное, что можно потрогать, увидеть, измерить. Понимаешь? И вот этот процесс создания чего-то реального с нуля, он полностью изменит твою энергетику. Ты перестанешь быть жертвой, которая вот лечится, и станешь творцом, который созидает. Понимаешь? Ты начнешь энергию излучать не выживание, а процветание. И именно на эту энергию придет мужик. Не спасатель, не учитель, а такой же творец. Партнер, который вот захочет строить что-то новое вместе с тобой. Ритуал медитации тебе не нужны. Твой ритуал — это действие. Начни строить. И тот, кто должен быть рядом с тобой, он придет, чтобы помочь тебе вот эти кирпичики класть. Или ложить, не знаю, как правильно. На кураптоновском языке и класть, и ложить все верно, и так что все нормально. Подписывайся на канал, приходи в проживание арканов, ты все это проработаешь. Ссылки в описании к видео, в закрепленном комментарии. И обязательно помни, что дед всегда рядом.